В этом видео я применяю грубую силу, разговариваю сама с собой и, как обычно на моем канале, ставлю мужчин на свои места. По леопарду, то есть по тигру прямой наводкой. Привет, я построила самую крутую мою диораму с советскими артиллеристами, которые ведут огонь по немецким танкам. И в этом видео ты узнаешь, что роднит грузовик ЗИС-5 и пушку ЗИС-3, а также я покажу, как я построила вот такую интересную диораму и похвастаюсь своим раритетом. Меня зовут Даша, вы на канале Dasha Models, и сейчас мы будем строить диораму. Начинаем работу над диорамой. За основу можно взять все, что угодно, любой относительно плоский и не очень предмет. Я взяла обычную картонку и наношу на нее несколько слоев текстурной пасты. Начинаю с самой простенькой пасты, у нее нет ярко выраженной текстуры. Этот слой типа грунтовки, предварительный. А после того, как первый слой немного подсох, я могу начинать использовать текстурную пасту с выраженным зерном. И создание диорам мне чем-то напоминает процесс создания картины. У тебя буквально пустой холст, а потом ты пошагово дополняешь ее деталями, и у тебя прямо откуда ни возьмись вырастает целый сюжет. А для придания еще более сложного рельефа я посыплю свою диораму обычным песком и даю своей основе высохнуть примерно сутки. Без людей диорама будет выглядеть пустой и безжизненной, так что мне нужно сделать персонажа для моей работы. В наборе с пушкой ЗИС-3 идут 3 фигуры боевого расчета – командир, заряжающий и наводчик. Этот набор от фирмы «Звезда», и фигурки в нем сделаны неплохо. Но водителю автомобиля Dodge мне понравился гораздо больше. А пока мой боевой расчет сохнет, я начну собирать пушку. И тут все просто, деталей тут немного. Пушка состоит из ствола. Кстати, в наборе дается 2 таких детали, собственно, для орудия ЗИС-3 и для его 57 мм собрата ЗИС-2. И 2 эти установки отличаются в первую очередь стволом. У ЗИС-2 нет дульного тормоза, это такой набалдашник на конце ствола. Но, как подсказывают эксперты в комментариях к модели на модельной лавке, ЗИС-2 от ЗИС-3 отличаются еще прицельным приспособлением, коих в наборе нет. Так что правильнее из коробки будет собрать именно пушку ЗИС-3. Более подробное видео с обзором и сборкой моего орудия смотри на моем Дзен-канале. Ссылочка есть в описании к видео. Что общего между грузовиком ЗИС-5 и пушкой ЗИС-3? Имеют ли вообще они что-то общее? ЗИС расшифровывается как завод имени Сталина, и многие предприятия на территории Советского Союза носили имя вождя. Так что не стоит думать, что московский завод имени Сталина, который изготавливал грузовики, занимался производством еще и артиллерийских систем. С виду пушка ЗИС-3 она выглядит довольно просто. Но создавать такие надежные и простые и пригодные к массовому производству орудия задача не очень простая. И автомобильный завод не совсем для этого пригоден. Но Московский автозавод во время войны помимо автомобилей также изготавливал и снаряды для знаменитых «Катюш», а также он делал гранаты и некоторые детали для знаменитых ППШ. А в Горьком, ныне Нижнем Новгороде, тоже был завод имени Сталина. И он был как раз артиллерийским. И вот по такой иронии некой случайности 2 символа победы носили почти одинаковые имена. А купить все необходимое для постройки диорамы, в том числе модели и краски, можно в магазине «Модельная лавка». А по этому промокоду у вас будет скидка в 500 рублей на свой первый заказ. Ссылочку на магазин и промокод ищи в описании к видео. А пока сохнет клей на пушке, я займусь забором. Не знаю почему, но на всех моих работах обязательно должен быть забор. Видимо, на меня так влияет окружающая действительность. Россия – страна заборов. У нас очень много территорий, ее надо обязательно разграничивать. И на этот раз у меня будет аккуратненький деревянный заборчик. И делать я его буду из деревянных палочек для размешивания продуктов. Длинные палки будут поперечными, а разрезанные на мелкие части деревяшки – штакетником. И соединяю я их очень ядовитым суперклеем Атомо. Я как-то случайно пролила их на штанину и даже через ткань обожгла ногу. Так что будьте очень аккуратны. На данный момент у меня сохнет основание диорамы и клей на заборе. А это значит, что я могу приступить к окраске пушки. Окрашивать я ее буду из аэрографа акриловыми красками от Gemscale. Вначале я нанесу затемнение черным цветом. При этом особое внимание я обращу на нижнюю часть орудия и на детали за щитком. И по идее там должно быть больше тени. А белым цветом сделаю ровно наоборот. Покажу высветление. Белой краской я обрабатываю верхние части щитка и верхние части ствола и станин. Ну и настало время окрасить пушку в основной цвет, и это будет классический защитный зеленый 4БО от фирмы Gemscale. Это уже 3-е поколение оттенка 4БО от этого производителя. И именно этот оттенок мне нравится намного больше. А пока сохнет пушка, давайте переместимся ко мне на дачу и начнем окрашивать солдатиков. Как обычно, я буду делать это темперными красками. Хоть и рьяные критики говорят, что этими красками можно только доски малевать, но я с этим тезисом не соглашусь.
Темпера отлично подходит для окраски одежды и кожи, благодаря своему матовому финишу. Если вы посмотрите на людей на улице, то заметите, что они все матовые, ну кроме солдат в ОЗРК или людей в БДСМ-костюмах. Но если вы видите у себя на улице только таких персонажей, то я вам очень сочувствую. Но основной минус темпера – это ограниченность оттенков, то есть вам надо будет обязательно намешивать нужные цвета из базовых. Но зато у темпера отличная укрывистость, что дает полностью перекрывать предыдущие слои одним мазком кисточки. Артиллерийская униформа почти не отличается от таковой у обычных пехотинцев, так что я намешаю краски по привычному мне сценарию. А какие цвета я использовал для нужных оттенков, вы можете увидеть на моей импровизированной влажной палитре. А полное видео с разбором содержимого набора с пушкой ZS-3 вы можете найти на моем Дзен-канале. Также там регулярно выходят статьи о новостях мира моделизма и видеоролики, которых нет и не будет на YouTube. Самые эксклюзивные видео и записи моих стримов вы можете найти на платформе Boosty, а благодаря телеграм-каналу вы не пропустите мой новый контент. После нанесения основного цвета униформы я сделаю тени, чтобы форма выглядела чуточку объемнее и интересней. Модель орудия ZS-3 от фирмы «Звезда» можно только условно назвать новинкой. У них давно в каталоге была модель вот этой пушки. И, например, у меня чудом сохранилась вот эта коробочка в старом оформлении с этой пушкой. И сохранилась она только благодаря тому, что я не собрала расчет. И сама модель мне тогда показалась довольно сложной и непонятной, а собрала я ее довольно неправильно. Но начинать надо было с чего-то. А модель, которая вышла в конце прошлого года, это абсолютная новая разработка. Вы даже посмотрите, что тут другой расчет. А самая неожиданная встреча с орудием ZS-3 у меня случилась в парке Патриот на выставке с трофеями Сирийской войны. И помимо самых разных и странных образцов техники, которые будто явились к нам из мира Безумного Макса, был и вот этот вот ветеран. Образец был окрашен в не очень стандартный серый цвет и служил он своим новым хозяевам, но после чего попал в руки российской армии. К слову, пушка сохранилась в почти первозданном виде, а подробное видео с той выставки вы можете найти у меня на канале. Но придется потрудиться его поискать. Снова окрашу забор. Он у меня деревянный изначально, так что именно краски я тут не буду использовать, а придам интересный вид при помощи фильтров. Фильтр – это жидкая масляная краска, которая создана для легкой корректировки оттенков базового цвета. А после нанесения нескольких слоев разных фильтров у меня получился вполне интересный по цвету оттенок забора. Настало время изобразить землю. Чтобы получилось интересное и разнообразное основание, я буду использовать несколько разных оттенков коричневой краски. И такими разными оттенками хаотично разрисую основу диорамы. Тут я снова использую темперные краски, чтобы земля у меня получилась матовой. А если для этих целей применять акрил, то она с большей долей вероятностью получится глянцевой. И тогда придется покрывать основание еще и матовым лаком. А после того, как темпера высохла, сохнет она примерно пару часов, можно уже и подумать над композицией. И у меня такая идея. Расчет пушки замаскировал свое орудие в проломе забора. Ну или же они сами этот пролом и сделали. То есть идут бои на окраине некой деревни весной-летом 43-го года. И вполне вероятно, что это битва на Курской дуге. Я размещаю забор так, чтобы артиллеристам было реально разместить свое орудие. Клею столбы основания забора на суперклей. И теперь можно прикинуть, где разместить расчет и растительность. Это, пожалуй, самый творческий момент в работе над диорамой.
Вроде элементы работы размещены на полотне диорамы вполне логично, а это значит, что можно продолжить работу над пушкой. И как вы помните, я успела на нее нанести только основной цвет, и теперь я буду окрашивать резиновые ободы колес, прицел и также окрашу шансовый инструмент и элементы казенной части. Ручные работы я продолжаю выполнять акриловыми красками от ACM, и у меня их очень большой запас. И потом я покрою модель пушки глянцевым лаком, чтобы облегчить процесс нанесения смывки. Смывка – это жидкая масляная краска, и в данном случае коричневого цвета, которая попадает в углубление рельефа и шикарно его выделяет. А излишки я смываю растворителем. Собственно, из-за смывки излишек этот процесс и назван смывкой. А вот тут на моей диораме уже расположился забор деревья. Деревья для меня сделала Юлия, и она на них специализируется. И вы можете для своих диорам заказать у нее макеты любой растительности. Ссылочка на страничку Юлии будет у меня в описании к видео, так что обращайтесь. А сейчас я займусь посадкой травки при помощи флокатора. Флокатор, благодаря статическому электричеству, ставит травинки вертикально, что придает газону естественный вид. Я использую флок разных оттенков зеленого, чтобы в целом гамма смотрелась интереснее. Я не стала делать травку высокой, потому что я заметила, что на архивных фотографиях очень редко можно встретить бурильян, как на современных дачных участках. Наверное, это было связано с тем, что траву буквально до последней травинки скашивали для прикорма домашних животных, коих было много даже в небольшом хозяйстве. Одна только лошадь, вон сколько могла съесть, а еще же надо и на зиму заготовить сено. В общем, небольшая травка – это не только признак ранней весны, но и вполне себе летний антураж. А теперь я займусь обычной армейской работой. Я покрашу травку. Все-таки лужайка у меня получилась довольно монотонного цвета и, мне кажется, слишком яркой. И ее надо как-то разнообразить другими оттенками зеленого. И знаете, что я заметила? Что в таком ракурсе без пушки и артиллерийского расчета диорама выглядит как сцена из русской сказки. И согласитесь, что тут бы были уместны и Маша и Медведь, и даже Иван-Царевич с серым волком. Но не хватает только кустиков. И у меня в запасах остались только кусты от фирмы Green Stuff World. Но кусты там осенние, что не очень подходит для моей диорамы. Но при помощи красок осенние кусты легко превращаются в летние. И немного придам я этим элементам летнего цветения. Кусочками водопроводного льна и измельченной листвы я чуточку помусорю, чтобы придать картине еще больше жизни. Это же не поле для гольфа. А на клей ПВА я посажу свой кустик у забора. Приклею проломленную секцию забора на свое место. И клею я ее тоже на клей ПВА. Мне остается еще посадить немножко кустиков. Займусь оживлением пушки, и вместо масляных красок я сделаю это при помощи фильтров. И это тоже, по сути, является вариантом масляной краски. Разным количеством слоев фильтра я регулирую оттенок на разных участках пушки, делая одни части более светлыми, а другие более темными. До конца работы осталось совсем немного штрихов. Сейчас я окрашу приклады ППШ. Самих пистолетов-пулеметов в наборе всего 2, а командир вооружен пистолетом ТТ. Тульский Токарев, он же ТТ, сегодня один. Извините, очень быстро разбирают. Интересно, все ли узнали, откуда эта цитата? Сейчас я бойцам нарисую знаки отличия. Наводчик и заряжающий у меня будут рядовыми, а командир старшим сержантом, так как широкую сержантскую полосу рисовать намного проще. А теперь я припылю пушку. Она же не прилетела с воздуха, и у нее наверняка же есть какая-то предыстория. И по пути к боевым позициям она наверняка бы успела запылиться. Также я запылю колеса пушки и колеса у боевого расчета, они же сапоги. Для этих операций я использую пигмент. И угадайте, как он называется. Все просто. Русская земля, все логично.
А также я немного припылю само основание, а то у меня получается очень идеально ровный газон, что совершенно неправильно. Расчет наверняка своими сапогами успел тут натоптать. И, конечно же, самое интересное, я расставлю боевой расчет на свои места. И я совсем забыла про то, что после нескольких выстрелов дульный тормоз будет весь в копоти. Нарисую ее при помощи пигмента, который так и называется Black Smoke. И вот такая диорама у меня получилась, я очень удовлетворена своей работой. И чем больше я диорам строю, тем интереснее они у меня получаются. Так что надеюсь, что это видео вдохновило вас на постройку ваших диорам. А если так, то с вас обязательный лайк и подписка.